вот это типичный пейзаж, мой любимый пейзаж Пятницкого шоссе. Еще живой шикарный лес. Лес, пруды. Это знаменитое совершенно место. А вот вдоль этого пруда Штирлиц именно сюда, на это место, привел провокатора Клауса. Вот. И вот здесь Клаус шлепнулся в воду, когда его пристрелил Штирлиц. Вы знаете, что даже... Любимое народом место. Здесь всегда людно. Ну, сейчас все во льду, сейчас, так сказать, все, листьев нет. Но все равно красиво, все равно красиво. Итак, у нас в гостях автор и исполнитель своих песен, певец Бард Валерий Пак. Валера, тебе слово. Спасибо. Я рад приветствовать вас, дорогие друзья. В общем-то, мы живем в 20 веке и начинаем постепенно привыкать к тому, что мы можем видеть друг друга, слышать друг друга. Но сегодня мне хотелось бы вспомнить старые добрые времена, когда... Я не страдаю совершенно по тому периоду, когда у меня все бурлило, все кипело, когда я, так сказать, хватался сразу за 3-4 проекта и тянул их. Мне это совершенно сейчас все не нужно. Я сейчас спокойно наблюдаю, наслаждаюсь. Пришла мне идея какая-нибудь музыкальная, я ее воплощаю не спеша. Но если раньше у меня от сочинения, зарождения песни до ее окончательной формы проходила неделя, поскольку у меня было по 3-4 концерта каждый день. То есть я написал песню, через неделю она уже обкатана со всех сторон, на разной публике опробована, и она уже звучит. Сейчас у меня я написал, я ее учил полгода, потом полгода я ее проверяю на концертах, и некоторые песни у меня сейчас дозревают по 1,5-2 года. У меня новый возраст, новые ощущения. Я вынужден приноравливаться к тому, что мне уже за 60, и надо, оказывается, жить по-другому уже, двигаться по-другому. И в связи с этим и песни новые пошли. Сколько б не было вам лет, не грустите, вас не любит ерунда, отпустите. Не успели на трамвай, так бывает, может, этого судьба предупреждает. Не гордитесь красотой, бесполезно, красота души важней, если честно. Коль не ладятся дела, подождите, и на красный никогда не бегите. Наслаждайтесь простотой дикой мяты и в награду принимайте закаты. Сколько б не было вам лет, не грустите, вас не любит ерунда, вы любите. Наслаждайтесь простотой дикой мяты и в награду принимайте закаты. Сколько б не было вам лет, не грустите, вас не любит ерунда, вы любите. Вас не любит ерунда, вы любите. Нужно бедному помочь, не скупитесь. Если нечего подать, помолитесь. И чужое никогда не берите. А душа, если болит, помолчите. Вдруг надежды ваши не оправдали, значит, много от других ожидали. За зимой всегда весны пробуждение. Есть у каждого из нас день рождения. Наслаждайтесь простотой дикой мяты
И в награду принимайте закаты. Сколько б не было вам лет, не грустите. Вас не любят, ерунда, вы любите наслаждать простотой дикой меты. И в награду принимайте закаты. Сколько б не было вам лет, не грустите. Вас не любит, ерунда, вы любите. Вас не любит, ерунда, вы любите. Вас не любят, ерунда, вы любите. Мама составила альбом как бы моей боевой славы. Начинается альбом 19 февраля 1963 года. Записка. Ангелина Николаевна, я сегодня очень довольна вашим сыном. Пел так хорошо, что я его поцеловал. У него очень хороший голос и слух. Можно твердо поставить 5. Ася Самсоновна. Ася Самсоновна – это музыкальный работник детского сада. Да, и это, 63-й год – это мне 5 лет. Я темпераментом и талантами, скажем так, наверное, в папу. Потому что папа был яркий человек, красивый человек, играл на нескольких музыкальных инструментах. Голос у него был такой, что он на первомайских демонстрациях на площади под духовой оркестр пел без микрофона. Мама – это рулевой, вождь, идеолог. Мама меня научила логически мыслить, смотреть в перспективу, быть стратегом, когда это нужно. В общем, мама – это голова и шея, которая меня крутила по жизни в нужную сторону. Ну, естественно, вся моя необычайная, фантастическая красота – это тоже, конечно, мама. Меня, когда привели в детскую школу на прослушивание, в детскую музыкальную школу, то после прослушивания мне сказали «скрипка». Родители посмотрели прейскурант, сказали, что нет, скрипку мы не тянем, поэтому баян. Я благополучно закончил баян. Счастливейший молодой человек, когда закончил детскую музыкальную школу, закрыл баян в футляре, задвинул в дальний угол и сказал: «Все, в этой жизни с музыкой у меня покончено». Вот. И совершенно спокойно продолжал мечтать быть хирургом, летчиком, геологом, пока через 2 года не заболел гитарой. Буквально заболел, потому что я начал играть на гитаре 20 часов в сутки. Честно говоря, я, когда увлекся гитарой, я перестал учиться. Из отличника превратился в двоечника, потому что я сидел целыми днями и играл на гитаре. Мама с тапком за мной бегала, заставляла, говорит: иди учи уроки, еще что-то. Но это было бесполезно. Вот. Тогда мама села, подумала, и я начал находить на своем столе томики стихов с закладками. Естественно, я из любопытства лез туда, смотрел.
Мама мне подкладывала Сергея Острового. Очень ритмичный, очень легкий, очень песенный поэт. Я, естественно, наживку заглотил. Однажды я раскрыл томик стихов, открыл на закладке, схватил гитару и начал пробовать на понравившиеся мне стихи написать музыку. Что-то у меня получилось. Это был, по-моему, класс 8-9. Из меня бандюган вышел бы только два пальца, так сказать. Спокойно совершенно. И таких ситуаций, так сказать, с моим характером, с моим темпераментом было много в жизни, когда я мог влипнуть в одну историю, мог влипнуть в другую историю. И как-то меня все отводили, так сказать. Мне не давали попасть в эти ситуации. И когда я уже был взрослый, до меня дошло, что это все неспроста, что, так сказать, ты давно бы уже был в других местах, и давно бы у тебя все было по-другому. Я тогда, когда это осознал, я испытал огромное чувство благодарности. И думал, а как я могу это чувство закрепить, как я это могу выразить? И мне подсказали, иди покрестись, приди к Богу, так сказать, официально. Вот. Я покрестился, это не значит, что я начал ходить в церковь. Нет, я пришел в душе, я пришел в сердце к Богу. В церковь я редко хожу. Я в этом смысле не воцерквленный. У меня свои отношения, меня не устраивают. А потом, если вот рассуждать, так сказать, вот откуда песни появляются, я не знаю, откуда появляются. Я не знаю. Я знаю состояние, когда они появляются. Это теперь я знаю. Я раньше не знал, что такое медитация. Теперь я знаю, что вот я всегда это делаю, когда у меня вот состояние близкое к медитации. Это особое какое-то состояние, когда все обострено, когда я какие-то вещи слышу, которые просто так не услышал бы или не почувствовал бы. Это тоже не от меня. Это все тоже спасибо. Я знаю, Бог живет не в церкви, Он тихо селится в душе и бережет на вираже за миг единственный до смерти, когда не верится уже, когда не верится уже. Я знаю, Бог живет в стихах, в холсте и красках в каждой ноте. Пусть даже вы не ту возьмете, смычком коснувшись в попыхах, отогревая мир в руках, отогревая мир в руках. Я знаю, Бог живет в любви к одной единственной на свете, к родителям и просто к детям. Твои они или не твои? Я знаю, Бог живет в любви. Я знаю, Бог живет в любви. Я знаю, Бог живет не в церкви,
Он тихо селится в душе. Вы там ему хоть раз поверьте, вы там ему хоть раз поверьте, а он поверил в вас уже. А он поверил в вас уже. На основе своего опыта я знаю, что если у меня нет сил, что у меня нет настроения, мне достаточно прийти в лес, подойти к любимым березам, обнять, постоять, закрыть глаза. Все. Я, в принципе, всегда себя чувствовал русским. И когда маленький был, меня, особенно моя корейская родня, любила провоцировать, так сказать. Она говорила: ты кто? Русский или кореец? Я говорил: я русский кореец. Ха-ха-ха-ха-ха. Или там советский кореец. Она говорит: ну, в общем-то, я себя русским ощущаю. Я по сравнению с обычными жителями нашей страны, я являюсь русским на 200%. Объясняю. Мама русская, европейская кровь, папа кореец, азиатская кровь. Значит, я получаюсь евроазиат, а русские являются евроазиатами. Поэтому русские обычно на 100% русские, а я на 200%. Потому что я чистейшей воды евроазиат. Это Сеул. Это Сеул, особая ситуация. 88 год. Меня вызывают ЦК ВЛКСМ и говорят: Валера, выбирай. Значит, есть Северная Корея, Пхеньян, и есть почти в этом же месяце Сеул, Олимпийские игры 88 года. Я говорю: ребят, я ж кореец. Давайте и туда, и туда. Он говорит: не, ты рискуешь, у тебя не получится, тебе нельзя 2 повестки сразу, ты чё? Я говорю: ну очень хочется, и меня ж кореец. Ну, на самом деле, как это сразу Северную Корею увидеть, тут же Южную? Уговорил. Интерес к корейским СМИ ко мне громадный. Приглашают и на телевидение, и на радио, и газеты. И, в общем, глаза разбегаются, так сказать. Я везде киваю, говорю: да, я с удовольствием, и никуда не попадаю. То нет машины, то нет переводчика, то еще что-то происходит. В нашей делегации была большая группа офицеров КГБ. Я пошел к их руководству, вот. И спросил, я говорю: вот такая ситуация, что случилось? Вы можете мне помочь объяснить? Ну, меня хлопают по плечу, говорят: ну, слушай. Значит, перед началом Олимпийских игр в Корее, в Южной Корее, Северная Корея просила наше правительство, наше руководство, чтобы
мы бойкотировали из политических, естественно, соображений, бойкотировали эти игры. Ну, после Московской бойкотной Олимпиады наши были вот так вот сыты бойкотами, сказали нет, мы не пойдем на это. Тогда северяне продолжали наступление с другой стороны, что очень много корейцев вы берете с собой туда на работу, на помощь, на перевод. Нельзя ли хотя бы, так сказать, обойтись без их услуг? Наши сказали нет. Тогда северяне сказали, ну, хорошо, мы все понимаем. Но вот одного человека можно притормозить? Кого? А у нас, говорит, был тут недавно на фестивале дружбы один предатель. Вот. А сейчас он намылился в Сеул вообще к южакам, так сказать. Можно его хотя бы придавить? Ну, это можно, сказали им. А мне говорят, Валер, не расстраивайся, держись. Это ж политика. Что делать? Шок, растерянность, обида. И, ну, между нами говоря, так сказать, я в чужой стране, близких никого нет. Я в чужой стране, алкоголя нет от слова вообще. Так можно было бы, так сказать, утопить печаль. Нет алкоголя, ты за границей. Что делать? Потому что ну, реально чувствую, что добром это не кончится, так сказать. Такая травма. А спасла простая мысль. Ты сюда приехал работать? Да. Вот и пошли. Я пошел в оргкомитет. Я договорился о том, что я каждое утро буду приезжать к 9 утра в Олимпийскую деревню на торжественную линейку, где поздравляют чемпионов, где поздравляют героев, где вручают им знаки заслуженных мастеров спорта СССР, где вручают конверт с долгожданной, и где артист Валерий Пак с утра им поет, поздравляет и веселит, сколько они хотят. И вот всю оставшуюся Олимпиаду я вставал в 5 утра, приезжал к 9 в Олимпийскую деревню и пел. В итоге корейцы меня наградили официальной медалью за помощь в проведении организации Олимпийских игр в Сеуле 1988 года. Ну, как утверждала моя жена, она говорит, что ты русский, когда тебе надо, ты кореец, когда надо, ты еврей, короче, понял? Есть у корейцев такой красивый, светлый, добрый и очень важный для корейцев праздник – годик ребенку, Асанди. А на этом празднике обязательно делается детский стол, и на этом столе идет гадание. Раскладывают какие-то яркие, новые, красивые предметы, по которым можно определить судьбу. Папа на мой детский столик в шутку поставил живого петуха. Естественно, первое, за что я схватился, это был живой петух. Кукарекать продолжаю до сих пор. Я начал с вокально-инструментального ансамбля в школе. А после этого я перешел в городской вокально-инструментальный ансамбль. И вершиной нашего творчества это была игра на танцах. То есть поп-группа, битлы местного разлива. Мы играли на танцах, мы получали за это бешеные деньги по тем временам. Вот. Но это был потолок. Выше я, так сказать, в Кентау прыгнуть уже не мог. Поэтому, естественно, я уехал в Москву.
когда до меня дошло, куда я поступил, так сказать, у меня волосы встали дыбом, и оказывается, я поступил в институт, который готовил идеологических работников высшей квалификации. И у нас преподавали, так сказать, историю партии углубленно, историю марксизма, ленинизма углубленно, клубное дело углубленно, там, так сказать, еще что-то. Я решил, музыкальная часть была шикарная, так сказать, но я как человек цельный, если я плевал на какую-то часть учебы, то автоматически плевал и на другую часть учебы. То есть я сидел в подвале, ночами, днем я спал, я сидел в подвале и пел песни. Пел песни. Как меня не выгнали сразу из института. А дело в том, что комитет комсомола меня приметил, обогрел, и на всех институтских, городских мероприятиях от института выступал и пел я. И когда в деканате вывешивался очередной приказ, что студента ПАКа за хроническое непосещение, за манкирование обязанностей учебы, за отчислить, я шел в комитет комсомола и говорил, пойте сами на митингах. А что случилось? Меня отчисляют. Я говорю, что, как, кто петь будет? Несли в деканат. Отбивали меня там, а уж экзамены я как-то нагло сдавал. У меня с песнями отношения складываются совершенно по-разному. Есть песня, которую я совершенно точно знаю, когда я решил ее написать. Я тогда учился в институте на последнем курсе. И у меня был период, когда я увлекался творчеством Василия Федорова. Я нашел эти стихи, написал на стихах, так сказать, на стихотворении блюз и положил в папку. Прошло 40 лет, у меня проснулась совесть. Когда я увидел, так сказать, эти стихи, написано блюз, взял гитару и стал думать, почему я написал блюз. Так написалась песня на стихи Василия Федорова. Единственный блюз в моем репертуаре. У меня идет изумление от стихотворения. Я беру гитару и пытаюсь мое изумление приумножить, подчеркнуть, какие-то нюансы раскрыть, какой-то второй план, третий план, между строк, возле строк, так, сверху. Короче, что-то свое привнести в это великолепие, в эту красоту. И когда это получается, я выхожу уже к публике, мне не нужна их любовь, мне не нужны их деньги, мне не нужна, так сказать, цветы, чепчики, чтобы мне бросали. Нет. Мне важно, чтобы ценили мою работу. Что вот здесь вот я вот это почему? Как? А вот это вот тут, аж сердце захватило, а вот тут вот мурашки бегут по коже. И если вот это вот синхронизируется с залом у меня, все, я счастливый человек. Девушка, разрешите вас пригласить? Спасибо. Я Валерий. Очень приятно, Наташа. А давайте танцевать под мою новую песню. Правда? И я с удовольствием. Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте, без дождей, туман, без сырости, горя и слез. Я вложу в него щедро осенней листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез. Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Сколько света и красок, как грозди рябин хороши. Отпусти все плохое, вдохни без обиды и злости.
И впитав эту свежесть, почувствуй, как хочется жить. Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте, без дождей, туманов, без сырости, горя и слез. Я вложу в него щедро осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез. Наслаждайся покоем, дыши этим воздухом влажным. Разгляди в листопаде прощание легкую грусть. Насладившись, пойми, увядание вовсе не страшно, и с горчинкой печали почувствуй рябиновый вкус. Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте, без дождей, туманов, без сырости, горя и слез. Я вложу в него щедро осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез. Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте, пару строчек надежды в него постараюсь вложить. Ты прочтешь их и сразу поймешь про любовь. И поверь мне, в увядании листьев увидишь желание жить. Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте, без дождей, туманов, без сырости, горя и слез. Я вложу в него щедро осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез. По Москве объявили конкурс творческой молодежи творческих вузов Москвы. Я, естественно, пошел и подал туда заявку. И когда я выступил на первом туре, ко мне подошли и сказали: ты хочешь петь в профессиональном вокально-инструментальном ансамбле? Я говорю: конечно. Говорят: вот выбирай, ансамбль акварели и ансамбль музыка. Какой ты хочешь? Я говорю: акварели. Я говорю: все, договорились. Через месяц у меня было распределение. Я распределился в Люберецкий дом, дворец культуры. А еще через неделю я подошел к директору Люберецкого дворца культуры и сказал: Юрий Львович, меня в Москонцерт берут. Не отпустите? Он говорит: врешь. Куда тебя берут? Я говорю: акварель. В акварели врешь. Я говорю: гадом буду. Он говорит: конечно, отпущу. Успел я там проработать полгода. И когда я был на гастролях в Астрахани, мне пришла телеграмма, что повестка, тебе дома лежит повестка в армию. Я приехал домой и на ноябрьские праздники ушел в армию. Попал в ансамбль песни и пляска Московского военного округа. Через некоторое время выяснилось, что у меня через 9 месяцев должна родиться Катя. И я, сидя в армии, я вам скажу, я как рядовой получал 3,50, 3 рубля 50 копеек. За то, что я в ансамбле использовал свою гитару, мне приплачивали амортизационные 7 рублей 50 копеек. И жена получала, как жена военнослужащего срочной службы, 15 рублей в месяц. Можно выкормить ребенка вот на эти деньги? Нет, естественно. Я ходил, так сказать, у меня, по привычке скажу, волосы дыбом стали-то, я тогда лысый был, так сказать. Что делать? И однажды ночью в казарме мне приснился странный сон. Сон был такой: я в Африке почему-то, и со мной все в порядке.
А ансамбль в это время готовился на гастроли в Англию. На 2 месяца должны были уехать в Англию. Все это закончилось после того, как Маргарет Тэтчер в духе Черчилля выступила где-то, так сказать, в Англии, так сказать, обозвала нас всяко разно, и поездка в Англию накрылась медным тазом. И нам в качестве приза утешительного кинули кость, я так считаю, как посчитали все остальные, поездку в Африку, в Эфиопию. И впервые в истории ансамбля от поездки, от гастролей в Африку отказались и сверхсрочные, и вольнонаемные. Уже перестали смотреть рядовой, не рядовой, я попал в состав. Посреди саванны там было место, где торчали 2 сопки, 2 горы, не знаю, как назвать. И вот в этом месте у нас был концерт для 2 дивизий армии Эфиопии, молодой. В автобусах было страшно ездить. Они все были простреленные. Там война шла. Они все были, вот видно было, так сказать, насквозь, крупный пулемет, когда лупил, стекла, борта, все, в общем, кошмар. Ездили, думали, вот так вот. И ехали километр от машины, потому что сухо, жарко. Красная пыль такая, столбом поднималась. И если следующая машина, все это уже ехать не могла, не видно было, куда ехать. И вот у нас между машинами в колонне было километр. И мы ехали к этим холмам, а рядом по обочине в этой пылище бежали 2 дивизии вот этих вот эфиопских дивизий, новобранцев. Они бежали на концерт. Пыль им было пофигу, не знаю как. И вот на этих фотографиях видно, что вот эта гора, вот так внизу наша сцена, а вот так гора. И вот эта гора, она вся в народе, сидит народ, и, так сказать, 10 тысяч, наши потом подсчитали, 10 тысяч народу вот так сидело. Мы с ручным гепардом. Типа зоопарка что-то у них там, сафари. Все в гражданке. А это мы где жили, это полицейская академия в Аддис-Абебе. Я съездил в Африку. Ну, из нищей Эфиопии что можно было привезти? Кофе и джинсы. Я привез джинсы и кофе. Все. Пришел к жене, сказал: Катя родится, вот тебе джинсы. Они тогда стоили 220-230 рублей. Бешеные деньги по тем временам. Я говорю: объяви, что ты продаешь по 200, у тебя будет очередь. Так произошло. Одним из моих достижений после армии было то, что я окончательно пришел к мысли, что хватит с меня всяких музыкальных коллективов, ансамблей. Иди и работай сам. И я вернулся из армии, я уже не стал возвращаться в ансамбль. Я пришел как солист-вокалист. Все, и с тех пор я на сцене, я, гитара и микрофон, и все, больше никого нет. Мне очень не нравится, когда мои песни поют другие. Потому что так, как я, они спеть не могут, а хуже мне не нужен. Поэтому я никогда не писал песни, чтобы зал встал, хором спел вместе со мной песни. И я счастливый от этого, так сказать. Нет, совершенно нет. Моя задача была, чтобы меня слушали внимательно, не пытаясь петь вместе со мной. Всю жизнь я пел о любви. Все мои песни, 99% о любви. И в связи с этим, наверное, я не самый веселый русский певец. Вот. Ну, что поделать, так сказать. В русской поэзии, если ее анализировать, 99,9999% это светлая печаль, грусть, красивая тоска. И в этом океане красоты
мало-мало искорок веселья, юмора. Поэтому, что вы от меня хотите? Я зеркало русской поэзии. Всю жизнь пытался понять, что такое любовь. Через песни, через поэзию, через размышления. Ну, что я могу сказать? И я так и не понял. Не разгадал тайну любви. Единственное, что я твердо знаю, в чем я уверен, что Бог живет в любви. Целовать глаза к разлуке и заранее тоскуя, я протягиваю руки и в глаза тебя целую. Слиты мы еще сердцами, губы пьют тепло и нежность, но уже растет между нами расставание, неизбежность, и она неотвратима. Перед ней ничтожны дали, и уже невозвратимо то, что мы любовью звали. Целовать глаза к разлуке и заранее тоскуя, я протягиваю руки и в глаза тебя целую, и уже бессильны руки удержать тебя былую. Целовать глаза к разлуке, я в глаза тебя целую.